Приветусики, мои дорогусики! Наверное, уже каждый слышал про выход нового дополнения к Sims 4, связанным с феями. И первая моя мысль была, это, конечно же, разыграть династию. Но подумала, что сначала будет лучше прощупать почву. И нету ничего лучше для этого, кроме 100 дней хардкора за фею. Ну а чтобы не пропустить мои следующие видео, предлагаю подписаться на мой телеграм-канал, который, кстати, связан не только с Симсом. Приветусики, мои дорогусики, это Эмилия, и когда-то она у нас была богатой особой, которая ни в чем себе не отказывала. Но у нее были немножечко свои прибамбахи в голове. Она очень любила мистику и иногда верила в то, чего просто не существует. И теперь она у нас оказалась совсем одна, в лесу, и при этом обладает какой-то очень супер странной силой. Но не просто в лесу, а на участке, где есть только огроменный пруд, а в кармане всего лишь 1000 симолеонов. И как же ей теперь выживать в таких условиях? И такими темпами мы с вами пришли к тому, что мы будем играть в выживание за фею, но, безусловно, с некоторыми правилами. Это, конечно же, мы живем на 1000 симолеонов поначалу, живем на вот таком вот огроменном участке. Это, по-моему, один из самых дорогих участков на данный момент. И, конечно же, мы не сможем устраиваться на работу так быстро, как хотелось бы. Мы можем с вами устраиваться только в двух случаях. Это когда мы получим определенные навыки, до какой-нибудь условной там циферки, или через знакомство. Вот. А так мы можем либо подрабатывать где-нибудь там через телефончик, хотя тоже достаточно читерно, либо просто какими-то навыками заниматься. И условно сейчас у меня стоит весна, поэтому нам нужно как-то построить небольшой домик хотя бы. И сейчас, наверное, я это сделаю, чтобы было хотя бы не так холодно ей жить. И единственное, на что нам хватило денег, это на холодильник, тумбочку и вот такой вот коврик, где она будет пытаться спать и не замерзать. Я не знаю, как мы это будем делать, но, по крайней мере, у нас есть пруд, где мы, наверное, можем попробовать искать лягушек. И да, кстати, она у нас уже поймала одну, и хоть на что-то денежек, я думаю, нам хватит. Я думаю, конечно, возможно, вот этот пруд это тоже читерно немного, да, и отчасти, возможно, нам вообще не надо было его покупать, но мне показалось, что если игра предлагает нам настолько огроменный участок, который стоит 11 000, при этом нету ничего, это идеальная возможность поиграть вот в этот некий челлендж, так называемый. У нас вот уже идет к нам какая-то девчушка, знакомиться с нами. Так. Будет наша первая подружка, может быть, она нам и поможет устроиться на работу. Да, кстати, я бы хотела попробовать ее устроить в эту новую карьеру, которая связана с мистикой, потому что, я думаю, она ей просто прекрасно подходит. Но пока что мы это сделать не сможем, мы должны заработать хоть какие-то деньги сами. И, кстати говоря, да, она нас очень любит растения, поэтому с удовольствием мы заниматься тоже будем. Пригласим ее войти в наш маленький дом, в котором вообще ничего нету. Это, конечно, очень страшно выглядит на самом деле, когда вот они просто вот так вот живут. Общаются, точнее. Она просто никуда не может от нас деться. Мы сейчас просто ее заперли, мы можем сейчас ее просто убить тут. И все. Ну ладно. Татуировки какие-то показать, у которых у нас тоже... у нас есть татуировка как раз-таки. Поболтать. Но таки она вышла, а я хотела ее убить в этом доме. Ну ладно. Это, наверное, будет наша первая знакомая. Может быть, даже сразу мы сможем с ней подружиться. Да, кстати, это тоже какая-то симочка, которую я случайно заселила. Просто через галерею. Она, в принципе, симпатичная. Я вообще добавила побольше всяких таких, вот знаете, фей, оборотней, там, вампиров, чтобы все-таки это мистика. Хочется все-таки иногда хотя бы мистическое что-то такое поиграть. Поэтому я решила добавить что-нибудь такого побольше. Но, по-моему, это не фея. Она просто обычная симка. Но все равно тоже неплохо. Нравятся любители. Тебе же они не нравились. Ну ладно, давай. Пусть тебе будут нравиться любители.
Я, кстати, не знаю, мне кажется, если она будет тут спать, то она просто умрет от холода. Стать партнерами не надо. Надо с ней обязательно подружиться в первый же день. Да, вместо того, чтобы немножечко заработать денег, пока мы можем, я тут знакомлюсь с какой-то женщиной, пытаюсь с ней стать подругами. Хорошая методика, правда? О, она у нас, кстати, уже начинает получать опыт феи. Прекрасно. Тут очень много всяких действий про растения, из-за того, что она их очень любит. О, мы теперь хорошие друзья. Да, кстати, там был участок примерно такой же, где можно тоже жить условно вот на таком пруду, но он поменьше. И он, честно скажу, он находился немного в читерном месте, потому что буквально там находился вот этот домик для фей, и это было бы очень читерно жить сразу там. Я решила, если вдруг так вот получится, то мы уже с вами переедем попозже. Я понимаю, что вроде в таких челленджах переезжать на другие участки нельзя, но это, как бы говоря, моя версия игры, поэтому если вдруг уж захочется, то можно и будет переехать туда поближе. Но я, конечно, пока что сомневаюсь, вот. Все-таки это тоже немного читерно, мы можем даже здесь свой дом поставить для фей где-то. Если, конечно, получится. Так, давайте-ка мы попробуем. Мы не можем, да, здесь ловить рыбу? Да, мы не можем. Давайте тогда пока что поищем лягушек, опять же. Я думаю, мы их сможем найти, хоть какие-то денежки тоже заработать. И уже купить хоть что-нибудь нам. Вот. Чтобы у нас было хоть что-то. Итак, на самом деле я все это время тут, оказывается, играла. Почему-то мне это все не записывалось. Нас уже успел позвать вот этот вот человечек на свидание. Мы с ним сходили на свидание. При этом он сказал, что почему-то мы ему не нравимся. Хотя он нас сам позвал на это свидание. В итоге я тут пока что решила немножечко заняться собирательством. Понаходила всякие прикольные вещи. И также нам уже успели предложить работу. Опять-таки в карьере кулинара, но я пока что, в общем-то, отказалась. Точнее, как, приняла, потом увидела, что не записывала, поэтому решила как бы отказаться. И также я тут успела... Так, что-то еще я успела тут найти, с этим дядечкой познакомиться. Говоря, я тут еще успела еще с несколькими персонажами также подружиться. У нас теперь дофига друзей. Также я навыки, по-моему, особо никакие не качала, кстати. Так что, думаю, надо этим тоже заняться. Но у нас жизнь на природе очень хорошо прокачана. Комедия 3. И на самом деле очень интересно, от чего зависит, какие нам вообще карьеры предлагают. Потому что вот, что преступность нам зачем-то предложили, потом нам предложили кулинара, и я пока что, если честно, не понимаю, от чего это зависит. Потом он нам сказал, что вроде мы ему нравимся, потом он нам сказал, что типа мы ему не нравимся, и в итоге я что-то не поняла. То есть вот, отторжение почему-то. Как-то это все очень странно работает, дорогие мои, но что уж поделать. Кстати, вот эти окаменелости, между прочим, достаточно так дорого стоят. То есть на них можно реально прям зарабатывать деньги. И на собирательстве, кстати, что очень странно, тоже можно зарабатывать. Хотя, блин, по-моему, вот этот челлендж бомжи всегда, вот, ну, когда все любили его проходить в Sims, по-моему, он всегда казался достаточно сложноватым. Но теперь с этим вот собирательством это, конечно, должно было когда-то прийти, я так считаю. Нашла симулёны. У нас, кстати, 800, кстати говоря. Можем уже такой небольшой домик построить. Вот. И на самом деле это прям вообще очень круто. Как она находит симулёны? Я что-то немного не понимаю. Из-за того, что она занимается садоводством? Кстати, мы можем все уже собрать, между прочим. Давайте-ка мы попробуем собрать весь урожай. Потом, если что, продадим, потому что нам не нужно. Это вообще, на самом деле, крутецкая вещь, что нам почему-то дают деньги, фиг знает за что. А еще я хочу понять, когда у нас родится наш ребенок, который, я не знаю вообще, зачем нам нужен. Достаточный, да? Ну, давайте попробуем его как-нибудь удобрить, а мы не можем, да? Третий уровень нужен. Ну, ладно.
И так, на самом деле я прям так немножечко тупанула, я поменяла участок, но я вернула стоимость прошлую благодаря вот этим всяким статуям я их поставила. Так, нам опять предлагают какую-то карьеру, которая вообще нам не нужна. Вот нам опять предлагают должность звезды сериалов. Ну куда вот нам быть актрисой? Конечно, интересно, да, но, конечно, нам нужны деньги, и на первое время даже было бы неплохо. Может быть, даже возьмем? Вот я думаю. Или все-таки давайте не будем. Вот, я вот поставила здесь вот эти вот все участки. Также вот поставила домик феи на оставшиеся деньги. И также поставила тут вот эту вот для садоводства. И попробую поработать с нектарами. Давайте купим арбуз. Пусть будет арбуз. Вот. И попробуем заниматься это. Да, конечно, тебе нравится садоводство, дорогая моя. Мы, конечно, задолбимся всем этим заниматься, я думаю, но у нас будут хоть какие-то деньги, потому что все это время максимум, что мы делали, это вот искали каких-то лягушек, все. Вот, поэтому я думаю, надо хоть что-то уже придумывать и заниматься уже денежкой тоже. Конечно, наверное, зря я, конечно, отказалась от карьеры этого актера, но это немного не то, что нам нужно. Так, ищи лягушек дальше. Я бы еще на самом деле занялась рыбалкой, но я тоже вот не могу пока что найти вот это место для рыбы. Так, погодите-ка. Где вообще все люди? Вопрос такой. Очень часто рядом с нами ходили тут люди. Так, копай, иди. Вот какая-то феечка летит почему-то без крылышек, да? Еще и полуголый. Надеюсь, ты к нам летишь? Ну уж простите, ну такое бывает, да. В общем-то, у нас была какая-то рыба, вот эта корюшка. Я решила ее запустить и попробуем рыбачить. Я, конечно, вот не знаю, нам, наверное, попадется только она, если вдруг мы будем рыбачить. Но хоть как-то, может быть, навык рыбалки мы прокачаем. Вообще, я считаю, у нас уже дофига навыков. Но, конечно, они не все прям очень хорошо прокачаны. И самое обидное, что я даже не знаю, какие нужны... Корюшку все-таки... А ну-ка, потенциальный наш этот, может быть, жених, так скажем. Смотрите-ка, какой милый. У него тоже, кстати, вот такие вот рожки. А давайте попробуем, кто он вообще. Признаться. Так, у них, по-моему, все очень хорошо. Хорошо, походу, да, все. Ой-ой-ой. Это очень, конечно, странно. Давайте номера обменяемся. Мне вот что-то реально очень интересно. Неужели настолько вот... Давайте попробуем спросить про влечение у него. Вдруг мы ему понравимся. Так. Про черты характера. И внешние черты. Они хорошие друзья. Нормально так. Влюбчивость у нее. Верно, это из-за того, что вот я вот такая вот, которая... Почему это его тоже опять отталкивает в уху? Фриланс ему нравится, не нравится богатство. Нифига себе он. А у нас, по-моему, нету такого. Ну-ка, смотрим. Так, мы тебе нравимся или нет, дорогой? Он у нас решил тут это, да? Поработать на нашем садике. Нет, дорогой, уж прости. Но мы с тобой сейчас будем тут пытаться это... Так, что там? Что назвать? Опять какое-то свидание там надо нам с вами провести. 7 свиданий. Мы получим приз.
Я не смогу вот эти 7 свиданий сделать, мне кажется, поэтому я лучше сразу... Да хватит в нашем саду копаться, это наш сад. Отстань от него. Конечно, 2 феи в одном доме, это, наверное, будет очень тяжело. Но... Почему бы и нет? Он, в принципе, милашка такой, знаете, мне прям очень нравится. Понятно, значит, ему просто плевать на нас. Но я думаю, будет очень сложно найти кого-то прям подходящего под нас. Вот, поэтому, если уж хоть что-то там нравится, я думаю, это уже лучше опять пошла спать. Ну, хорошо, спи. Чё он там? Он такой же, как и наша дуреха. Также он болтается в этом в воде, играется вечно. Точно такой же, вот как и наша дуреха. Блин, ну симки на самом деле очень красивые. Может быть, вот эти вот абьюзивные такие отношения, они и наша судьба с ним? Потому что, ну, может быть, все-таки не просто так. Ой, она радуется что-то. А, это местная звезда. У нас даже подарка никакого нету на день этого. Давайте вон подадим ему этот мусор, конечно, лучше не надо, наверное, да, ему дарить. А, лепесток аура цвета какого-то. А, вообще плевать, иди вон. Я вот не знаю, кстати, мы ему вообще понравились или нет. Потому что я не понимаю. Вот он вроде нас зовет на свидание какое-то постоянно, но у них вроде нету никакого вот этого. Давайте-ка посмотрим, что у нас здесь за Сима еще есть. Уф, какая красивая фанатка. Вот и есть как... Ой, какая красавица. Есть какой-то рыжик. Давайте попробуем с ним ознакомиться. Блин, какая красивая. Я скоро на себе, походу, женщину найду. А он уже от нас улетает, да? Куда-то. Походу, надо было играть за мужика. Здесь столько женщин красивых. Давай с ним. По-моему, он нас очень не хочет отпускать знакомиться с кем-то другим. Так, ну, посмотрим. Давайте попробуем с ним. Ой, он нас ревнует. А давайте попробуем спросить про влечение у него. Вот спросим, вдруг мы ему понравимся, а? Любой флирт. Ай-яй-яй, какой ты, а? А Рыжурка-то знает себе цену? Давайте спросим. Все-таки я не успокоюсь, пока не узнаю. Потому что вдруг это наша судьба. Да достали уже на эту звезду свою смотреть. Давайте-ка, ладно, с ним тогда общаться будем. Блин, из-за этих... Вот этих всяких вещей, которые отвлекают, очень сложно. Но они друг другу не нравятся. Это, конечно, большая проблема, потому что я, в принципе, хотела найти подходящего к ней человека. Но, наверное, если не судьба такого найти, значит, будем... Неприятных он не видит. То есть, ну... Прям идеалов она не может найти, так же, как и они идеалов не могут найти, походу. Ну вот этот, кстати, красавчик. А, это Дон Лотарио. Конечно, он будет красавчиком. Я думала, почему-то я его удаляла. Ну ладно. Пожалуйста, больше не звоните. Он, походу, приревновал. Пойдем извинимся, попробуем перед ним. Потому что что-то это немного грустненько выходит. Майка. Не грусти, дорогой. Походу, ты наша судьба, и больше я никого искать себе и так уж и быть не буду. Я, кстати, реально не знаю, вот у нас вообще есть какой-то шанс вообще на это, потому что вот я... Давайте попробуем признаться в любви. Я думаю, может быть, у них... Ну, если вдруг найдется кто-то получше, да, у кого прям у них прям стучится их дзинь,
так скажем, то, наверное, это будет судьба. А так пока что будем рассчитывать просто вот на такое. Потому что нам сам звонит всегда, на свидание зовет сам. Может быть, это и есть судьба. Бали проходит. Ну, давай-ка не надо никаких вот этих талантов. А еще посмотрите, какая тут красотка. Вай, рыженькая. Это, походу, его тут мама или кто это? А давайте спросим, кто она ему. Надеюсь, это мама, а не его жена. Это как так? Как нам... Я уже совсем забыла, как тут это вот... Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Вот, пара. 74 именно это работает? Она не имеет партнера. Ну, Катя, вот их котик. Рук какой-то милый. У них есть дом, нормальный дом, в котором можно жить. Нифига, кстати, домик-то прикольный. Так. Водным. Хорошо, давайте полью. А как нам ее исцелить? Фея? Исцелить водой. Нифига себе. Нифига. Прикольно как. Смотрите-ка. Нифига, кстати, прикольно. Смотрите, она реально превращается в фею. И вот так вот ее своей магией это исцеляет, можно сказать. Прикольно. Я вот, кстати, посадила этот плод Растамана. Опять его собрала на что-то вот. Она не становится типа Растаманом там или ребенка, как в Симстре, но не получается. Наверное, мне все-таки придется проходить эту историю про Растамана. Потому что я реально не помню. К нам пришел вор! Что он у нас ворует, только не компьютер. Урод! Драться! Кто у нас? Мне кажется... Ага, понятно, короче, все. Спели мы никак. Свой компьютер бедный. Теперь я хочу попробовать работать из дома. Потому что если уж ей нравится работа дома, то давайте уж попробуем. Так, выберите стол. Нам теперь еще нужен стол знахаря, значит, да? Для работы. Нормально, нормально, я выбрала работу. Так, стол знахаря. Сколько он стоит? Ну, кстати, нам на него хватает, поэтому мы его покупаем. Я думаю, может, вообще вот эту фигню продадим. Потому что что-то нам некогда и вообще им заниматься. Так, давайте-ка попробуем готовить. Мы ничего не можем, да? То есть нам опять придется покупать все. У нас ничего нету, да? Так. У нас ничего нету. Значит, давайте-ка попробуем. Так, нам нужно лепесток ауроцвета. Давайте купим. Одну штуку. И пробуем. Хорошо, это понятно. Она у нас с цветком разговаривает, как обычно. Ну и как это выглядит? Ну, просто она тут что-то мешает, короче говоря. Штуку. Какие-то колбочки тут. Это больше похоже на какую-то науку, если честно. Так, мы получили навык. Это знахарство. Теперь мы можем... Что не... Да, пока что. Ну, давайте еще что-нибудь приготовим. Нам нужно купить еще один лимон. То есть, значит, не зря я все-таки растила все вот это вот. Все-таки нам это понадобится. Я решила этого же Кевина отправить к нам, пригласить его в гости, потому что
потому что пора бы уже заводить отношения. Я вот еще думаю, может быть, попробуем вот этого тоже позвать. Вот этого давайте позовем. Вот этого позовем. Так, а ну-ка, мы можем его... Давайте с ним попробуем пообщаться. Так, давайте посплетничаем. Пошутим. Болтать. И давайте мы попробуем все-таки спросить про уровень влечения. Нравимся ли мы ему? Он что-то радуется этому домику фейному. О, смотрите-ка, еще один красавчик пришел. Давайте-ка попробуем его дружелюбно приветствовать. Да ничего. Он говорит, мы ничего, кстати говоря. Так, нам он звонит, приглашает нас на какой-то фейерверки какие-то. А давайте-ка мы с ним сходим и возьмем всех наших вот этих друзей. Так, вот этого, да. А вот этого, кстати, с рожками мы, походу, не можем, да, позвать? Кто это вообще, вот этот вот? Ой. Ну, бывает и такое. Я заодно и того эльфика позвала, который был у нас на участке, поэтому... точнее, не у нас, а рядышком. А вот вся такая наша компашка тут встретилась. Я хотела спросить еще вот у этого... Давайте-ка мы у него еще спросим про... Так, узнать больше, давайте спросим про уровень влечения. Я буду, наверное, у всех это спрашивать, потому что вдруг это судьба. Ага, вот значит у нас более-менее, наверное, вот с ним испытывает к нему влечение, кстати говоря. Активный. Ну все, кстати. С таким, знаете, чудиком они сейчас будут вместе. Итак, на самом деле, пока что за все вот это время у нас, наверное, с ним пока что самые лучшие отношения у нас с ним получилось прокачать. Поэтому, скорее всего, именно он будет нашим будущим мужем. Но это пока еще, конечно, не совсем известно, потому что до мужей еще очень-очень долго. У нас тут от дома вообще ничего нету, конечно. Поэтому, да... И, кстати, на самом деле я еще подумала, у нас нету мусорки, поэтому я решила поставить мусорку. Еще, кстати, я немножечко потеряла наш почтовый ящик, поэтому новый купила, поставила, он бесплатный. И еще я решила попробовать контейнер, но вот, по-моему, наверное, в нем нужно копаться, когда он на других участках, скорее всего, да, получается. Так, смотрите-ка, мы теперь можем принимать у себя дома, поэтому давайте-ка мы попробуем. Так, я чуть-чуть пониже опустила, чтобы вам было видно задание, которое у нас с вами есть. И мы должны где-то найти клиентов, да? Вот это наш клиент, получается. Давайте-ка попросим пригласить войти, когда некуда приглашать. Но, да ладно. Так. Ну, тут, скорее всего, будут одни и те же задания каждый раз, наверное, да? Ой, так. Пригласить войти, ну, заходи. Она будет заходить? Какой-то, походу, баг. А, все, они здесь. Короче. Нет? Ладно, они не здесь. Очень долго, конечно. Давайте-ка попробуем... обсудить силу природы, спросить про режим. Так, давайте посоветуем заняться собирательством. Вот. Вот это вот у нас есть действие. Посоветовать принимать эликсиры. Принять клиента. Вот у нас еще. Так. Ну, короче, тут чисто надо вот нажимать на это. На вот эти задания, походу. Что еще? Провести клиенту диагноз ей выставить. И, наверное, теперь мы можем ее пролечить, да? Кстати, на самом деле очень много действий надо сделать, чтобы понять, чем она болеет. Давайте ее попробуем тепло обнять. И еще там надо дать лекарство, да? Угу. Пробуем.
от лихорадки. А, нам нужно еще это сделать сначала от этого ринита, между прочим, да? Вот, я уже покупала. Блин, это надо заранее, походу, все покупать, чтобы у тебя уже все эти были. Ну, на самом деле, вроде бы интереснее, да, работать именно вот если к тебе люди приходят. Но одновременно немного, конечно, это долго. Так, она скоро там свидание устроила на том с кем-то. Мне вот даже чисто интересно, сколько нам вот за эту работу заплатят. Потому что мы, конечно, потратили все время. А, нифига себе нам дают бабок за это. Мы еще и повышение получили буквально за один рабочий день. Это как? Я, кстати, решила прокачать фею-собирательницу и удвоение урожая. И вот следующую оставить на, например, вот скачок роста. Мне кажется, это прям уф. Мы опять будем принимать клиентов у себя дома. Ястреб нуждается. Ага. Все, теперь мы будем сами работать дома. И мне кажется, это прям очень хороший буст для карьеры. Либо мне показалось так. Здесь то же самое мы сейчас будем выполнять, просто обсуждать всякие сны, всякие вот эти мы будем спрашивать. И, в принципе, наверное, одни и те же действия. В этот момент нам звонит. Так, познакомься, конечно же. И тут тоже те же самые действия мы будем делать. Иногда я вдруг улавливаю странный запах. По-моему, он исходит от меня. И я понимаю, как это звучит. Когда это происходит, вдруг откуда ни возьмите, появляются гномы. У меня ими уже весь дом заставлен. Мне сказали, что натуралпаты такой лечит. Мне ужасно это надоело. Ну, вообще, если честно, я могу, конечно, ошибаться, но мне кажется, можно уже поставить вот этот диагноз. Но я не знаю, конечно. Что-то немножечко, конечно, страшновато на это нажимать. Проделки Пикси. Осторожно, Пикси. Пикси особенно интересуются зачарованными растениями и не дают персонажам приближаться к растениям, которые захватили. Пока вы не прогоните Пикси, ухаживать за такими растениями невозможно. Если ничего не сделать, Пикси переберутся и на других обитателей вашего сада. Тут даже Пикси есть. Нифига себе, которые из Sims. Из Винкс, что ли? Да, кстати, как я и говорила, это и есть вот это вот заболевание гноматитом какой-то. А еще почему-то всех так и тянет покопаться в этом вот нашем прудике. Между прочим, это наш пруд. Мы опять тепло его обнимаем, и сейчас будем ему делать вот это снадобье, да? А от вот этого гноматита нам нужна маргаритка и лимон. О, нифига себе, реально, гном только что применил свои силы для охраны. Оживленный для охраны гном будет телепортироваться к злым гномам, персонажам-врагам, смерти, чтобы отпугнуть и вернуть к жизни вашего умирающего персонажа. Что? У нас теперь тут гном будет жить с нами, да? Нифига себе, прикольно. Давайте-ка дадим ему лекарство. Нашему красненькому. И мы получили 406 симолеонов. Нифига себе, на самом деле, тут платят. Ну, кстати, на самом деле, мне кажется, можно, к примеру, один день можно реально поработать из дома, например. Один день можно на работу. Но вообще, кстати, достаточно быстро продвижение идет. Может быть, наверное, мы скоро и получим уж там чуть ли не последний уровень. Давайте мы попробуем порассказывать тайны, анекдоты. Оживить гнома пыльцой? Нифига себе, что мы можем делать? Мы можем его успокоить, но он вроде и так успокоенный. Как нам прогнать этих Пикси, кстати? Мягко намекнуть Пикси, что им пора, ну-ка. Они уходят. Серьезно? Это так просто? Я, кстати, хочу попробовать посадить вот этот вот росток фейский. Но нам нужна клумба для этого. Так что давайте-ка попробуем. Мы реально можем посадить этот фейский росток, и он будет расти. И что нам это дало? У нас теперь тут есть фея, мать природа. Что мы можем с ней делать? Ничего, да? Ну, давайте пообщаемся с ней. Фея, просить забрать...
Силе сброса способностей, общения. Как возможно злость от голода. Обсудить любимые эмоции, спросить, как избавиться. А, так мы можем реально у нее попросить забрать? Но нет, мы не будем. Чем мы не будем ничего делать с тобой? Так. Это наша мать природа. Мы можем попросить руководить обучением по теме садоводства. Давайте просто с ней пообщаемся, будет нашей подружкой, так скажем. Ну, вообще прикольно, кстати, что мы можем сажать, и у нас появляется какая-то, мать природа прям у нас тут. Получила представление. Она у нас обаятельная. Может быть, вообще заберем ее? Просить стать ученицей персонажа по имени Мать? Звучит странно, ну давайте. Так, и что, нам откажет? Тебя в ученики имели, научу тебя всему, что знаю. И что мы теперь можем делать? А нам что-то теперь рассказывать будет? Нет, походу. Хвастаться наличием клумбы. Давайте похвастаемся. Правда, зачем ей это надо? Ну ладно. У нас, кстати, еще очень много времени сегодня до работы следующей. Поэтому я, знаете, что предлагаю на самом деле? А ну-ка, погодите-ка. У нас это уже все. Давайте-ка мы позовем нашего любимого, сходим с ним к нам на свидание. Либо можем на какой-нибудь другой участок сходить на свидание. Потому что все-таки, я считаю, нам он нужен. Это наш теперь будущий муж, я так решила. Он тут как тут. Да, да. Давайте-ка попробуем с ним пообщаться. Ну, конечно, тут у нас еще мать. Не наша, правда, но... У нас теперь хотя бы... Можем попросить его присоединиться к семье. Ну, если он наш будущий муж, то, наверное, мы можем его попробовать... Что он делает? Можем попробовать его пригласить к нам. Но я думаю, пока что еще рано. У нас еще мало было свиданий. Надо, мне кажется, чуть-чуть все-таки побольше с ним повзаимодействовать. Посмотреть вообще, как у них там будет. И если что, мы уже его позовем к нам жить. В принципе, он красавчик. Мне кажется, у них будут офигенные дети. Правда, он, конечно, ходит как Робин Гуд какой-то. Но это, думаю, не особо важно. Это ведь дополнение профиль, поэтому норм. Он, кстати, работает барменом. И еще к нам хочет принцесса сходить пообщаться с нами. Но я, если честно, пока что не очень хочу уходить, так как у нас тут и мать. Может быть, вообще не сделать нашей матерью по приколу? А где она? Она ушла у нас, кстати, да, и росток пропал, кстати. Можем вообще комнатное растение поставить сюда. Но вообще, кстати, прикольненько, что мы можем ее так звать. Но она, видите, получается, не навсегда к нам приходит, а только лишь на разочек. О, они у нас довольны отношениями, походу, своими. Давайте первый поцелуй ему устроим на фоне... Ладно, я не успела сфоткать. Ну ладно. Что у них теперь? Кстати, пары мы можем. Так сразу? Пойти на свидание. А вот сходим на свидание. Давайте-ка мы сходим. Связанные с выбранными занятиями. Не, давайте просто мы для сближения сходим, наверное. Или на романтическое. Давайте просто на романтическое свидание сходим. Сходим мы, давайте-ка мы на романтично общаться. Ну, наверное, еще рано. Будем просто общаться. Так, садоводство зря я это нажала, на самом деле. А погодите, а если выбрать просто романтическое свидание? Я что-то уже совсем забыла. А, ну тут, в принципе, почти одно и то же. Я хочу романтическое свидание, поэтому идем на него. Вот, романтично, дружелюбно, весело. Еду я не знаю, где мы возьмем. Так. Ну и, в принципе, наверное, хватит. Место. А давайте у нас исходим. Или можем куда-нибудь в другое место сходить. Я вот, кстати, хочу сходить, наверное, сюда. Или вообще сюда, в музей гном. Не, давайте вот коктейль-бар. Идем. Все.
Он на самом деле так мило выглядит, мне он прям очень нравится, потому что он такой, знаете, милашка, еще он с какими-то рожками непонятными. Это так мило на самом деле. Давайте-ка мы попробуем... Признаться в симпатию, наверное, и так не надо. Кстати, я вот когда играла просто без камеры, я очень удивлялась тому, что когда вот я заводила, так скажем, некие вот эти отношения, мне персонажи сами звали, сами мне звонили и предлагали мне сходить на свидание. При том, что это, знаете, было вот именно... Часть ребенка под кустом? Ладно, не будем. Не будем этим заниматься. Здесь, кстати, какая-то это стоит. Доска со сказками. Я, кстати, так и не поняла, что нам эти сказки да... Вау. Вау, как красиво. По-моему, это кто-то из мододелов делал. Ну, это, кстати, реально... Точнее, это из мододелов, но при этом это кто-то делал еще... ну, вместе с я. То есть... Не зря позвали человека эту красоту делать. Я, кстати, да, не сносила пока что участки и не ставила, чтобы игру не нагружать. Потому что... Ну, вообще, плюс еще вот эти участки, например, на новых каких-то городах, они не особо надоели, как я считаю. Вот персонажи, если честно, да, поднадоели уже какие-то определенные. Но вот именно участки красивые не совсем надоели. Я совсем забыла, что нужно выполнять вот эти действия, которые тут у меня стоят. Я вот, кстати, да, я их закрыла, на самом деле, собой. Вот, но я думаю, вы, наверное, все знаете, какие там обычно... Предложить зачать ребенка в небе? Может, попробуем? Конечно, давай продлеваем. Блин, я теперь хочу. Я теперь реально хочу. Но я сейчас хочу еще немножечко попробовать с ним пообщаться на свидании. Попробуем. Блин, я хочу теперь ребенка. Так. Звездами или небом. А как нам вообще это сделать? Блин, давайте попробуем заняться в небе. Конечно, блин, это, наверное, очень странно. Они реально летят в небо заниматься этим? Нифига себе. И что, это типа... Ага. Это вот так вот выглядит. Они просто пропадают и выглядят вот так вот. Прикольно, кстати. Мы обязательно так должны будем завести детей. Это обязательно. Именно в небе. Потому что они же феи. Я, кстати, вот не знаю, феи родится у них ребенок. Оп. И они опять прилетают, да? Но они, мне кажется, прям очень влюблены. Хотя вот я, кстати, не особо... Ой, зачем я нажала на «Есть ли пара»? Сейчас, прикиньте, скажет: нет, ты что? Так, заигрывать. Это сейчас, кстати, было очень странно. А может, ведем ребенка сразу? Ладно, нет, это еще очень рано. Смысл не имеет партнера, если мы с тобой твоя пара. Вот так вот и заводи мужиков, блин. На самом деле мы что-то очень задержали наше свидание. Я думаю, мы можем его закончить, потому что иначе мы просто не встанем на работу. И это будет очень грустно на самом деле. Давайте-ка мы попробуем закончить свидание и отправиться уже наконец-то домой спать. Потому что наше свидание, оно очень долго шло, мы получили какую-то награду. Но нам нужно идти домой спать. Но в этом баре это просто атмосфера реально очень мистическая, и мне очень этот бар нравится. А еще, кстати, здесь бармены, походу, наши персонажи, ну, не совсем наши, а персонажи, которых я просто заселила. Почему здесь ребенок-исполнительница? Что? Ну ладно, бывает и такое. Она у нас просто падает с ног. И еще от нее опять воняет. Я решила отправить ее на работу. Да, конечно, она будет работать в заперти, но повышение, я думаю, она все равно получит. Но при этом так быстрее, чем вот это вот самой там клацать, сидеть на какие-то эти действия. Ну, реально. Опять вот это вот. Мы опять получили повышение. Теперь мы младший специалист по холистическому подходу. Она у нас также может делать действия, просвещать на тему гармонии. Получили мы 475. Я же говорю, вот эти работы, это просто ну, реально имба, потому что мы вот... Ой, у нас все воняет. Потому что мы вот в них работаем.
и нам дают деньги за повышение. Вообще, это, в принципе... Блин, вообще, вот этот домик еще для фейт, это просто тоже лютая имба, потому что, по сути, у нас нету дома, мы живем на улице, но при этом у нас есть этот домик, в котором мы можем делать все действия. И он при этом стоит 500 симулионов всего лишь, между прочим. Ой, господи, как это мило. Смотрите, привет, я тут на работе, куча дел. Вдруг захотела спросить, как у тебя дела, и сказать, что я тебя люблю. Давайте предложим ему что-нибудь привезти покушать. А можно тако? Ах ты наглянешь какой. О, кстати, мы повысили навык, наконец-то. И теперь мы можем на пипиточек и всплеск счастья делать. Даже если преподаватель курса объясняет все очень плохо, урок от этого не становится... Ага, хорошо. Блин, мы сейчас умрем тут немного, да, наверное, или нет? А, нет, все хорошо. Уф, какое у нее платье. Так, там просто надо вот это все покупать. Ну, кстати, какие-то салфетки нам дали, лапу. Они нам не нужны. Так, давайте купим свадебную арку. Свадебная арка. Здесь нам не добавили никакого... вот такая вот феечная. Сразу в ней же и поженимся. Я хочу вот в такой розовой жениться. Вот. Давайте-ка мы... Понятно, все. Так. У нас тут... Вступить в брак, поблагодарить гостей. А вот они все бегут к нам уже умнички наши, милашки. А тебе, наверное, готовить негде, да? Любимка наша. Блин, ну я не хочу сейчас тратить деньги на всякие кухни и так далее. Видите, она нам... Боже, она реально выглядит как какая-то русалка. Посмотрите на ее красивое платье. Ты что? Мы с тобой женимся. Конечно, мы с тобой будем жить. Вместе, дорогой. Так, давайте-ка мы нам нужно выпить еще. Поблагодарить гость. А как нам ее поблагодарить там? Это все очень сложно в этом плане, потому что купить свадебный торт. А как нам купить торт у нее? Ой, господи. Я все прожала. Господи, как так можно-то? Господи, боже мой. Вот так вот и доверяйте мне свадьбы свои. А мы зачем-то купили торт, и теперь все кушаем на полу. Ладно, давайте-ка мы все-таки уже вступим в брак. Потому что уже поздновато достаточно. И я считаю, нам уже нужно вступать в брак. Ой, радуется она. Смотрите, какая красота. Ну, это, кстати, реально красиво, на самом деле, выглядит. Только вот... Ой, господи, как бы... Ой. Во. Ну, это, конечно, странно выглядит, но... Мы просто на обычном пруду женимся. Это, конечно, мило. Давайте побыстрее уже женитесь там, дорогие мои. О, ура! Все, они, короче, поженились. И теперь он к нам переезжает, да? В смысле? Мы должны еще и сами это делать, что ли? Ты чё, офигел? Это как, блин? Взять кусочек, давай. Что-то немного не засчитывает некоторые эти. А какое заболевание у нее? Симулионовая лихорадка. Я даже не заметила. Откашливать симулионы? Это прикольно, кстати. Ой, короче, давайте закончим.
Так, конечно, мы хотим начать жениться. Мы хотим вместе. Он нам, кстати, принес деньги немного, 4000. Мы могли бы продать. Но ладно. Не будем настолько... Ну, сильное влечение. Отлично. Ну, чем могу сказать? Добро пожаловать к нам. Ужасно немного места, потому что мы... Давайте-ка... Пригласили за стол всех. Идите кушайте, пожалуйста. Вот. Что у него потребность? У него сила. У него тоже вот надо феи вот этих прокачивать, да? Но я думаю, нам хватит одной какой-то прям очень сильной феи. Он у нас работает, нигде не работает, да? По навыкам у него там что? Смешивание напитков очень хорошее. Это, конечно, хорошо. Ах ты, уже успел с девочкой, да? Там какой-то. Ну, ладно уж. Романтика, смешивание напитков у него только прокачано. Но это, в принципе, ладно, бывает и такое. Оживить гнома пыльцой феи для охраны, для уборки. А давайте попробуем для садоводства. Пусть оно садоводством занимается. А мы пока что... У нас, наверное, какая-то болезнь симолеонов. Я вот не знаю, мы можем... Это... Вот, нет, это не то. Эликсиры, зелье эмоций. Вот, эликсиры. Ну, у нас, наверное, походу не хватит денег, да, на это. Хорошо, иди сюда, пожалуйста. Попроси его, если, конечно, мы сможем вообще это сделать, фея. Вот, попросите исцелить. Или мы не можем так сами, ну, друг друга себя. А, ты не владеешь, значит, да? А зачем мы вообще его к нам переселяли? Ладно. Давайте-ка мы попробуем найти карьеру, что-то связанное с баром. Ну вот я на самом деле не знаю, есть ли что-то такое, потому что в основном есть только кулинар, и потом идти барменом. Ну там, конечно, все равно... А вот бармен есть. Но это немного бариста, мне кажется, больше. Ну, давайте попробуем в кулинарию его отправить. Я думаю, ну, ничего страшного. Ему нравится вот это вот... где там это вот кулинар? Придите, кому хочет быть. Давай не будем. Отправляйся. Смешивание напитков ему. Да, каждый день. Ну и поцеловать сразу хочет. Давайте, а мы не можем, да, упаковать в ланч-пакет. О, нам, кстати, это дали. Забрать всю пыльцу. Вот это, кстати, мы тоже можем посадить. Он нам просто раздает эти пакетики с растениями. Он живой, посмотрите, реально живой. Пехается куда-то, еще нам дает пакетики с семенами. Хватит сжиматься, иди, пожалуйста. Так. Я не знаю, чем тебе помочь. Иди вон, сажай тоже. Хотя нет. Отстань, пожалуйста, хватит вам общаться. Давайте мы ему купим. Блин, вообще постепенно надо бы уже строить дом, потому что у нас, в принципе... Ой, блин. Уже деньги-то есть. Я просто не особо люблю сама именно строить. Я обычно просто в галерее беру какие-то комнаты и просто их выстраиваю. Но как это потом красиво воедино создать, я не знаю. Скорее всего, я просто потом возьму примерно такой же дом, примерно с такой же ценой, и типа и да, не построили. Ну, давайте будем так, пожалуйста. Считать, что это засчитано, ну, пожалуйста. И так, на самом деле, единственное пока что, на что нам с вами хватило денег, это вот на такую вот маленькую комнатушку с кухонькой. И имеется в виду на что-нибудь именно красивое, знаете ли. Не просто ли там какую-нибудь комнатку, да, а именно вот мне что-то хочется. Я не знаю, кстати, почему этот стиль мне больше напоминает именно какой-то
Даже не феи, именно русалки почему-то. Может, конечно, это какой-то намек, но очень напоминает именно русалок больше. Да, кстати, он у нас вот практикуется для своего этого смешивания. Учится делать напитки. Давайте-ка... Мы можем... Мы должны обязательно, да, делать... Ну, ладно, давайте пусть он учится делать напитки. Нам это почему-то не засчитывает. А, все, начато. Отлично. А еще, кстати, я заметила, что здесь, походу, нет холодильника, ребятки. Ну, ничего страшного. Давай, господи, напитки делай ты, а. Конечно, понятно, что ему не надо кушать, но я просто очень хочу, чтобы он вот это вот задание засчитал. Ему же работать надо будет, да? Так, Киеву тоже надо будет скоро работать. Да, иди спать. Просить у феи кости мелких животных, что... Да, мы уже вот эти сказки читали. Так, ему... так ему вообще 2 дня до работы. Я думаю, мы успеем. Прям так... Все, завершено. Вот чем он может еще заняться, помимо вот... А давайте тоже создадим нектар. Пусть вот тоже занимается этим. Потому что, в принципе, втроем деньги зарабатывать проще. Вот, и я думаю, таким образом они смогут быстрее. Ты пошел. Ему, походу, очень понравилось. Иди, пожалуйста, туда. Или что, он выбраться не может, что ли? Ой, господи. Нормально я построила дома. Итак, он у нас, короче, будет заниматься... Ага. Тоже вот этим вот, короче, нектарами. Потому что иначе денег у нас не будет, походу. Я чуть-чуть увеличила кухню. Чуть-чуть совсем. Немножечко, конечно, странно это все выглядит, да, но зато у нас теперь есть хоть какая-то кухня. Первоначальная. Так, ну, строить я не особо умею, поэтому, как бы, да, мне приходится использовать галерею. Вот, это я сразу говорю. Я думаю, может быть, нам еще попробовать пооткрывать вот эти вот. Или все-таки их 1000 целую стоит. Давайте вот эти растения, которые стоят 1000, мы их посадим. Ой. А это, короче, мы с вами посадим. Попробуем. Что это такое? Самоцвет в форме семени. А мы можем реально посадить это. Давайте посадим. У нас, смотрите, сколько гномов. Продаем их всех. Они нам приносят бабки. Так, иди, возобновляй. Нам, кстати, наверное, все-таки придется еще покупать эту... Я забыла, как это называется, которая для того, чтобы их ставить, короче, полки. Что-то наподобие полок, куда можно будет складировать. Это все. Ох, я нашла, как это называется, да. Так, не отвлекай, пожалуйста, его. Ты лучше... Он будет очень долго падать. Ты лучше положи вот сюда все. О браке свидетельство. Окей. У нас, кстати, вот эта картиночка милая вот тут находится. Но главное, чтобы ее никто не украл. Но я не думаю, что она кому-то нужна. Так. Хватит, пожалуйста, его мучить. Иди, я не знаю, там, чем-нибудь займись. Вот, изучи. Так, у него... Вот так вот. Давай-ка энергичную уборочку сделай тут. Он тоже разговаривает с растениями. А, нет, он устраивает вечеринку. Он теперь нам звонит. Окей. Они у нас своими друзьями стали. У нас теперь муж, у нас теперь
А давайте-ка попробуем на работу отправиться. Вот. Я надеюсь, нас все-таки повысят. А мы все будем заниматься этими напитками, нектарами. Вот сюда вот их будем класть, чтобы они здесь стояли. И ценник свой набивали. У нас тут еще какие-то гномы появились. Какой-то этот. Ага. Все не то и все не так. Все время засыпаю на ходу, никакого настроения. Причин нет, просто ничего не хочется. Вы мне поможете? Эмилия быстро осматривает клиента и прикидывает, в чем может быть к причинам. А я не помню, какой у нас уровень. Давайте попробуем. О! Спасибо, Эмилия. Мне главное снова почувствовать себя собой. Надеюсь, временное облегчение поможет мне вспомнить. Навык знахарства вырос, кстати. Вот эти гномы, они постоянно появляются. Давайте-ка мы их попродаем. В принципе, тоже неплохой заработок. У нас, кстати, эти вот теперь везде тусуются, на самом-то деле. Не надо тянуться, тебе опять идти создавать нектар. Да, я теперь тут целыми днями этим занимаюсь, пока наша девушка работает. О, второй уровень у него, кстати говоря. Мы можем уже еще растения посадить заодно, и этим тоже. Листочек, защитник цветов. Они нам тоже, кстати, дают растения, мы можем их продавать. Вот этот, который за 1000, мы продавать не будем. Это же он за 1000 вроде, да? Да, это он за 1000. Короче, вот так вот проходят наши теперь будни. Блин, на самом деле этот боб волшебный можно было бы и продать. Точнее, вот этот... Можно было бы нам с вами его и это... Не открывать, а просто продать, блин. Давайте попробуем еще клубничный и картофельный сделать, чтобы уж было. О, смотрите-ка, мы получили наконец-то наше долгожданное повышение. А я, кстати, вот не знаю, вот по поводу коуча вот этого. Мы же все равно будем, наверное, делать эти... У фитотерапевта чуть поменьше зарплата. Но при этом работает она чуточку позже. Ладно, давайте-ка мы... Организатора курсов каких-то. Нет, давайте-ка мы вот сюда отправимся. Не будем рисковать. Вот так. Штатный собиратель. Чек повышения. Так. Форма. Угу. У нее там новая Вау, какая красоточка. Очень красивая форма, на самом деле. Ух, какое растение прикольное. Нам теперь что нужно для повышения? Ну вот как раз таки знахарство. Так. Вот, давай-ка иди. Знаете, нам еще вот нужно вот этим всем тоже как-то вот это прокачать. Но я не знаю, как нам его вековой чаще. Сидюфеи, кости мелких животных. Вот этот вот наш помощник, он нам должен помогать. Кстати, у нас уже наш этот возлюбленный, столько нам уже тут наделал этих. Давайте-ка мы тут посадим этот клубнику, картофель, лимон. Что там еще может? Да все, в принципе. И посадим. Все, так, виноград нам не нужен. Я просто хочу посадить все, чтобы мы могли сразу же это... Куда ты пошел болтать? Не надо ни с кем болтать, дорогой. Ты нам должен работать и только работать в поте лица. Давай. Что, скоро ты нам бабки тоже? Давай, собирай всю пыльцу фей. Мы здесь ничего не можем собирать. Собрать урожай. О! Когда тебе есть урожай, давай иди. И давай-ка... Так, крупных культур. Наверное, опять будем покупать арбуз. И его же будем сажать. Кстати, мы на самом деле можем побольше, наверное, купить этих грядок. В принципе, денежка сейчас у нас есть на это. Так, грядку. Давай-ка мы с тобой грядок чуть-чуть побольше купим.
Пусть уж у нас тут, если уж мы и решили заняться вот этими вот фермами ваши, да, то давайте-ка мы и купим их. Давайте купим еще. Попробуем просто тыкву, баклажан и также арбуз. Посеять. Давай баклажан, арбуз и вот тыкву давай. Ну, если уж мы решили этим заняться, то давайте уж мы попробуем. И давайте попробуем вот так вот сделать. А, мы не можем, да? Нам нужен 3-й навык садоводства. Ой. Иди-ка. Повышай на... Иди, пожалуйста, отсюда, дорогой мой. Иди, пожалуйста, сюда. Он у тебя сейчас любимая твоя умрет, блин. Иди, восстанавливай силу. Почему перестали быть парой? Это как? А, он у нас решил заниматься садоводством. Занимайся им. Вечер рыцарей. А давайте-ка мы сами сходим. А, понятно. Но я хочу... так, где это? Удобрить все культуры. Наверное, нам придется покупать еще один этот. Иди собирай всю пыльцу фей, ты чё? Смотри, какой тут много пыльцы, а ты у нас не поторапливаешься. Нам нужно как-то пам-пам-пам зачаровать. Давайте зачаровывать не будем, что-то это... О! Тебе бы найти какую-то фею. Я совсем забыла, что она у нас болеет. Так, давайте-ка позовем к нам какую-нибудь нашу фею. Вот эту, например. Хоть бы она не отказала нам. А вот это, по-моему, не фея, да, он? Я что-то просто не помню. Прекрасная совместимость у тебя с ним, что? Она вот у нас пришла. Давайте-ка попробуем у нее спросить. Так. Фея. Вот. Попробуйте, господи, как она мило выглядит. Я не владею этой способностью. А кто владеет? Я что-то не помню, если честно. Назовем просто... Ой, всех. А где-то? А где-то тут была. Мы можем вот каких-то, наверное, тоже фей призвать, да? Наверное. Так, я уж подумала, там флиртуют не с нами. Навыки, так, потребности. У него тоже сила вот этой эмоции. Иди там. Вот идет феечка наша. Давайте попросим, ну, пожалуйста, уж помоги ты нам. Поможет она нам? О! Спасибо, любимка наша. Давайте-ка мы ее поблагодарим. Я, правда, не знаю, как ее можно поблагодарить, потому что... Ну вот как? Ну, мы можем просить кости мелких животных. Ох, мужик, а ты у нас тут бедный наш. А, так она реально тоже знахарством обладает. Он у нас бедненький. Что ты тут, гномик такой? Блин, какой прикольный гном. На самом деле. Сколько он стоит? 200. Давайте мы ее не будем его продавать. Пусть он у нас стоит. А вот этого мы продадим. Вот это мы еще так, вы знаете, поставим. Прям вот тут вот. Какой-то еще тут гном. С радостью поделюсь, но они бесплатно. Предлагаю за 50. Окей. Как тут этот гном выглядит? Просто как этот. Можно еще чисто коллекцию гномов собирать. Или детей заводить им.
По-моему, это только в Симстрин можно, да, наверное? Ой, их сколько много. Нифига. Так, у нас принести предмет. Какой чаще. А как нам ее найти-то теперь? Что там с ней флиртуешь, а? Флиртует что-то с ней он. Нам, кстати, нужен 6-й уровень, поэтому давайте-ка мы повышать навык будем. На самом деле нам нужно дофига денег, чтобы построить нормальный красивый дом. Потому что в основном вроде бы как бы есть какие-то красивые чертежи от самой игры. Например, там, допустим, вот есть ли ванная новая в новом таком, знаете, стиле. Она, если честно, этот стиль больше реально напоминает какой-то вот... Ну, это очень дорого. Так наша семья фей и проводила свои будни. Один делал свои вот эти нектары, а вторая постепенно читала книжечки во время беременности, да, и повышала свой навык, чтобы уже получать повышение на работе и получать еще больше денег, чтобы обустроить небольшую комнатку для своего будущего фиёныша. Опять звонят ей, а не нашему мужику. Сколько можно уже? Почему? Короче, раз не хотят по-хорошему, я решила по-плохому. Я, короче, буду теперь знакомиться со всеми и буду, короче, заставлять его со всеми общаться, кто приходит и кто нам предлагает работу, чтобы потом предложили ему работу. Ага, конечно же, он отправился на работу. Может, хотя бы сейчас нам уже начнут предлагать работу. У него теперь отличная репутация. Давайте. Идти на работу хорошую. Нам тут пришли с очень странным предложением, но я его приму. Ой. Он реально пошел. А он не умрет? А то у него силы эмоций нету. Ох. Да. О, к нам вампирша прилетела. Короче, я испугалась, что он умрет, поэтому решила отправить его оттуда восвояси к нам. Ну и на работу он пошел, по-моему. А, нет, не пошел. Нет, опять вор к нам. Нас вор. Смотрим. Он, по-моему, ничего не своровал у нас. В прошлый раз бы лучше приехала, когда он у нас своровал компьютер. Так, а чё у нас ничего не чинит этот мастер по ремонту, блин? Капец. О, ну, она у нас рожает. Прям, наверное, будет дома рожать, да? Ой-ой-ой. Надо, кстати, комнатку поставить. Один стоит на улице и орёт от родов, а другая вообще совершенно спокойна. Да, кстати, я поставила небольшую спаленку, ну как небольшую, вот такую спаленку у нас будет. И тут такой небольшой коридорчик, куда здесь будет выходить ванна и, наверное, может быть еще одна комната, если вдруг у них будет еще один ребенок. Рожает! Рожает! То, что у нас родится? Мальчик. И как мы назовем мальчика фею? Или он не фея, интересно, кстати. Вы меня, конечно, наверное, немножечко убьете за такое имя, но имя у него будет Робин. Как он у нас выглядит? Честно, он у нас тоже фея? А что он такой красный прям? Робин. Давайте мы сразу его повзрослим, если, конечно, это вообще возможно. Угу. Не может. Ну, значит, попозже. Ну, кстати, вообще, наверное, для мальчика... Хотя, слушайте, даже для мальчика комнатка-то нормальная, я считаю. И надо, кстати, кроватку бы сюда перенести. Итак, наш ребеночек теперь тут. Я снесла ту кроватку и поставила вот эту для маленьких. У нас теперь есть ребенок, и для полного счастья нам остается сделать только ванну. У нас тут гномы разговаривают между собой.
У него теперь безупречная репутация, а почему-то все равно еще ни разу нам не звонили по поводу работы. И уже этот успел усыновить ребенка какого-то. На самом деле, посмотрите, как вам подходит эта милая комната. Я уже испугалась, что он у нас успел заболеть. Смотрите, это прям очень идеальная комнатка подходит. Прям реально выглядит как будто Робин Гуд и, не знаю, его сын. Итак, на самом деле я решила его повзрослить. Господи, какая милашечка. Но он, кстати, блондинчик. Весь в своих детей, хотела сказать. Весь в своих родителей. Найди фею. Это что за действие такое, представляете? Есть новое действие у фей. А есть тут еще... Она у нас стала фитоцелитель. Кстати, а вот и с предложением о работе. Но, к сожалению, только 4 уровень. Но я думаю, это в любом случае лучше, чем работать преступником за вообще какую-то очень маленькую сумму. И, кстати, за это время я уже успела немножечко еще прокачать нашу фею. Я купила вот это вот. И вот почти все отсюда купила. Тут, короче, вот, да, вот оно. Мы можем, короче, влиять на отношения. Так, нужно больше силы эмоций. Сейчас мы сделаем все. То есть вот мы можем, например, нажать на него и укрепить романтическую связь. Вот. Ого. И вот, кстати, я немножечко не поняла, зачем ее прокачивать на 2. Мы можем, наверное, вообще еще и его, например, прокачивать с кем-то уровень. Кстати, я только сейчас заметила эту функцию, но можно вообще кормить ее из бутылочки зельем эмоций. Теперь у нас 10 левел. Знаток. И у нас теперь новая черта характера. И прикиньте, у нас теперь 234. На самом деле, вот это вот сумасшествие какое-то, это очень странно у них. Все. Мы теперь прокачаны на максимум фея. Вот гномы прикольная тема, кстати. Жалко, нельзя вот сразу 2 выбирать. Тут, в принципе, наверное, уже все остальное это особо надо. Итак, наша малышка сейчас будет отмечать свою денюху. Наконец-то время пришло. Ура! Наконец-то она сейчас у нас повзрослеет. Наконец-то ей дали это сделать. Ой, она почему-то очень похожа на мальчика тут. В таком маленьком возрасте. А еще у нее, кстати, очень много веснушек. Ох. Ну, бывает и такое, ребяточки. Веснушки бывают. Итак, на самом деле, это реально все. Мы прошли всю карьеру, но при этом мы можем получить надбавку, как у нас и произошло. Итак, Робин у нас все-таки повзрослел. Итак, дорогие, такая вот комнатка получилась у нашего сыночка. Я попыталась найти комнатку, которая будет не прям супер-пупер девчачья. Я, если честно, не знала, что запихнуть вот в этот коридор, поэтому решил, самым лучшим вариантом будет запихнуть сюда именно вот чумы для кота. Может быть, какой-то намек для детей, что у них, возможно, скоро появится кот. Ну и также сделала чуть-чуть ванну, между прочим, сама. Угу. Вот. И в принципе, на самом-то деле, я вот, если честно, уже подумала, что, наверное, то нам уже и можно завершать это, потому что, в принципе, наша дорогая Эмилия обзавелась очень хорошей семьей. Все свои цели она на жизнь выполнила. Дети у нее есть, любящий муж у нее есть, работа тоже есть. Мужняк у нас тоже вон
можно сказать, добился, да, как бы. Дети вон постепенно растут, балуются что-то вон. Ну, я думаю, в принципе, жизнь-то у нее удалась. И можно, наверное, считать этот челлендж закрытым и завершенным. Вот так вот. Ну, а чтобы не пропускать следующие мои видео по некоторым новым проектам, в особенности тоже будет Сфея, то предлагаю вам подписаться на мою телегу.